Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. И сегодня у меня в гостях Мари. В общем, на самом деле хочется разнообразить контент. И я тоже хожу на разные обучения. И когда я была на гавайском массаже, я познакомилась с Мари. Она выполняет ритуал лингам-массажа. Меня это очень заинтересовало. Почему? Потому что это такая интимная, на самом деле, какой-то, как сказать, интимный такой момент. И такой ритуал, который не все выполняют. С одной стороны, у меня есть смущение, с другой стороны, у меня есть интерес. И я пригласила Мари для того, чтобы она рассказала про этот ритуал с энергетической точки зрения, потому что очень многие думают о том, что энергии в этом массаже, в лингам нету. Здесь чисто просто какой-то такой вот момент интимный и все. А на самом деле, с точки зрения энергии, в этом есть какая-то вот большая доля такого, как сказать, потенциала энергетического, уравновешивания энергии. И, наверное, эта техника давно-давно уже известна. И откуда она пошла? По-моему, из Индии или... Да, это древнеиндийская, на самом деле, древнеиндийская практика, основанная на тантрическом учении. Наверное, да, поскольку ты уже как-то чуть-чуть на меня посмотрела и передала вот эту энергетику. Я тоже поздороваюсь. Доброго дня, хорошего дня, хорошего настроения. Вот. Сейчас я прошу прощения, это такой технический момент. Возвращаясь к технике, вот что хочу сказать. Техника лингам-массаж это не имеет никакого отношения к оказанию интимных услуг на самом деле. Да? Мы вообще не касаемся этого момента, потому что это тантрическая практика, направленная на то, чтобы энергия, которая фокусируется в гениталиях мужчины, растекалась по всему телу, и конечная ее основа — приближение к Богу. Что это такое? Сейчас когда готовилась, я посмотрела, я на самом деле уже больше 3 лет в этой практике, но каким образом я попала в нее? Я попала через свою учительницу, наставницу, с которой мы занимались на женских кругах. И она в один момент рассказала о том, что существует такая практика, и она ее делает. И я более 3 лет ходила к ней на занятия регулярно, каждый месяц, перенимала эту практику. Потом я стала практиковать как помощница, ездила с ней в другие города и помогала ей проводить эту практику. И это очень разные энергии. И попросила у нее благословения на ведение самостоятельной практики. И у меня есть опыт ведения самостоятельной практики, он небольшой, но когда ты меня пригласила, я вообще очень благодарна тебе, Оль. На самом деле я испытываю некое волнение, но не потому, что меня смущает рассказ об этой практике. Да? Это первый для меня такой урок, такая практика, да, когда я говорю на камеру, рассказываю, делюсь. Потому что одно дело обсуждать это на женском кругу, среди девочек, да, и другое дело нести эти знания в мир. Потому что я чувствую некую такую ответственность за то, что я говорю, за каждое свое слово. И поэтому, когда я готовилась, а времени было не очень много, да, у нас очень как-то хорошо сложилось вот это взаимоотношение, когда ты меня пригласила, я это обдумала, подумала, да, и как-то сложилось так, что нашелся и человек для этой практики. Вот. И что хочу сказать. Я стала готовиться и просматривать. Я просматривала вообще периодически материалы, которые есть в интернете, на YouTube в том числе. И я вижу, о чем говорится. Но сегодня я хотела поговорить немного в другом ключе. Вообще зайти в глубину этой практики, а потом прийти к сегодняшнему дню. Есть такая легенда в индийском эпосе о том, как 2 бога
два великих бога, два великих божества индийских, Бхарма и Вишну, устроили между собой сначала спор, а потом состязание, как это всегда бывает, да? Сначала начинается словесная борьба, а потом она переходит в такое состязание. Вот у богов это оказалось тоже есть. Брахма – это создатель Вселенной, а Вишну – это тот, кто поддерживает вот это то, что было создано. И они начали между собой спорить, кто же мощнее, кто сильнее. Я просто прошу прощения, Да. хочу микрофон тебе передать. Так, знаешь. Хорошо, тогда ты мне его Да, вот так. Мгм. Вот, и их спор зашел так далеко, и они никак не могли победить друг друга, что другие боги начали очень беспокоиться за состояние Вселенной и просили Шиву о том, чтобы он прекратил их спор. Кто такой Шива? Шива по древнеиндийской мифологии – это тот, с кого все начинается и к кому все возвращается. То есть это Бог над богами. И вот здесь мы переходим к лингаму. Что сделал Шива? Он между ними, он явился им в виде лингама, в виде сияющего столба света. Увидев его, Брахма и Вишна не восприняли его как Шиву. И пытались этот сияющий лингам, этот сияющий столб света, огромного энергетического потенциала, каким-то образом разрушить, победить. Но у Они них... восприняли это как негатив какой-то, да? Если они Нет, они не разрушить, восприняли это как негатив. Они восприняли, поскольку они угрозу. дрались, нет. Поскольку они дрались, поскольку они показывали свою силу и увидели вот этот сияющий столб энергии, у них было вот это состязание, да, и они хотели его побороть, доказав свою силу. Кто поборет его, да, кто его сломает, тот и будет сильнее. Но это им не удалось. Тогда они решили этот спор, решение этого спора, сейчас, подождите, прошу прощения, сейчас слова просто подберу, тогда они решили, что выиграет спор тот, кто найдет конец этого лингама. И один, обернувшись лебедем, взмыл высоко в небо, а другой, обернувшись вепрем, стал копать глубоко под землю. И тогда они вернулись к исходной точке своего поединка и признали, что не нашли ни начала, ни конца этому столпу. И в это время Шива вышел и появился им в своем обычном виде, и они поняли, что Шива – это вот сама беспредельность, у которой нет ни начала, ни конца. И они поняли, что все вселенные и порядок в этих вселенных поддерживается благодаря Шиве. То есть они признали несомненное его превосходство. И таким образом лингам – это сияющий столб в широком понимании этого смысла. Да, Да, в широком. Да. А я смотрела в интернете, Сияющий столб. что это обозначение лингам, то есть это мужского полового органа. Да. Обозначение только на каком-то другом языке. Совершенно верно. Да? То есть это на санскрите. Угу. В широком понимании лингам – это сияющий столб, столб огромного количества энергии, беспредельного, да, у которого нет ни начала, ни конца. Но считается, что этот столб света – это воплощение Шивы, да, то есть лингам. Ну, и по там легенде. есть, да, нет, ну, а что такое легенда вообще, да, вот эпосы, например, какие-то сказания, легенды, да, басни. Под этим есть какое-то основание. Они всегда нам о чем-то. Да. Так вот, если вот смотреть, да, о чем нам эта легенда, сейчас я ее дорасскажу, и вот признав такое могущество Шивы, увидев его могущество, да, и поняв, что вот этот спор, который они затевали, он был совершенно бессмысленным, потому что над нами есть что-то более мощное и более сильное, да, что в один момент может показать свою силу. Просто
оно находится, вот, может быть, в каком-то медитативном состоянии, да, сознания, может быть, еще вот как-то не проявляет себя, да, до поры до времени. Вот. И тогда Брахма и Вишну просили Шиву, чтобы он вот на месте их спора как-то обозначил себя. Тот, подумав, согласился, но поскольку он имеет огромную такую энергию, и для человеческого организма она невозможна в восприятии, да, то он себя показал в виде потухшего вулкана на одной из гор, которая находится в Индии. Вот. И вот я, когда вот этот материал смотрела, да, готовилась, мне было очень интересно, я стала над всем размышлять. Какое вообще вот отношение лингам, вот этот столб огромный света, да? Ведь должна быть какая-то взаимосвязь между громадным столбом света Шивы, который показал, да? Почему он воткнул именно лингам, да, предстал в образе лингама между Вишной и Брахмой. И сейчас я скажу, наверное, такую вещь, которая, может быть, рассмешит, а может быть, как-то, да, но это вот пришло ко мне во время моих размышлений. У нас, у славянских людей, есть такая, пословица: мериться половыми, да, ими самыми. Да. Так вот, что делали Брахма и Вишну, да? Да. Они именно ими и мерились, да? Используя вот этот громадный потенциал, свою энергию, да, потому что в мужских гениталиях заключена огромная просто энергия. И когда она используется не по назначению, что возникает? Мы можем даже в современном мире посмотреть. Это драки. С чего возникают? Да? Сначала скандал. За что-то зацепились языками. Потом один там бьет в грудь другого, вроде как наступает, да, и потом это переходит вот в такую мощную драку, да, и эти драки могут даже доводить, и до убийства, до чего угодно, правда, ведь мы все об этом знаем. Это уже энергетический дисбаланс есть внутри каждого из них. Вот, и что делали Вишну и Брахма, они же тоже вот этот энергетический, они начали спор, кто сильнее, да, они забыли о Создателе, о первоисточнике, который вложил в них силу и который дал им возможность через себя проявляться вот в этом мире. И они буквально мерились этой силой, мерились своей энергией и расходовали свою энергию, расходовали свой потенциал не по тому назначению, который заложен великим Создателем, да, вот этим великим сознанием, и как вот в Индии это великое сознание, в буддизме это великая пустота. Вот. Теперь образ потухшего вулкана, да? Что такое потухший вулкан? Вот если мы посмотрим, то вот по своей сути вулкан такое извержение, да, когда он извергается, но сам образ вулкана даже тоже может напоминать нам лингам, да? Фаллический символ. Да, такой фаллический символ. Когда он извергает свою мощь, как будто бы извергает свое семя и выбрасывает его наружу, оплодотворяя землю, потому что вулканическая лава, она потом напитывает землю другим составом. Минералов много. Конечно. И даже вот я сегодня, кстати, принесла 2 камня, я их хотела, они у меня в сумке, я хотела, говорим, тебе их дать, подержать, потому что вулкан-то потухший, а вот эти камни, они имеют его энергетику. Да, я знаю, вот тоже делаю массаж камнями, базальтовыми и мраморными, и тоже эти камни нужно специально очищать после каждого клиента, энергетически заряжать. Но я могу только это делать водой, потому что я их не могу на солнце выставлять, не имею просто возможности, или на снег, там, на дождь, чтобы они заряжались заново, и потом только их опять использовать. Да, в камнях есть действительно энергия и сила. То есть вот опять же, о чем это нам? Вот смотрите, какая мудрость вот в этом эпосе, да? Мы уже прям несколько мудростей проговорили. И вот потухший вулкан теперь. О чем он нам? Что когда мужчина не по назначению расходует свою силу, он становится потухшим вулканом. Там нет энергии, да? Перестает энергия. Она рассеялась, она где-то есть, но вот мужская сила вот такая вот на самом деле очень очень энергичная, да, которая может
на хорошие, добрые дела быть использована, она уходит. Вот, вот еще вот об этом я хотела сказать. И Сейчас мы сделаем такой перерыв небольшой. Да. Ты чуть-чуть отдохнешь, потому что ты много говоришь, и я чувствую, что ты немножечко, ну, как бы... да, мне надо Сейчас, теперь прям перестроиться, буквально да, две чуть-чуть. минутки. Угу.